Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой замечательный узор с листьями. Чем замечателен этот узор? Ну, во-первых, он красивый. Во-вторых, можно считать его двухсторонним, потому что изнанка тоже интересная. И шарф или палантин, связанный таким узором, будет очень хорошо смотреться. А самое главное, что примечательно, это, на мой взгляд, в этом узоре, что он не ажурный. Очень много похожих узоров с такими листьями, но они ажурные. А это узор можно назвать плотным. Иногда, хочется вот пуловер связать с листьями, но не хочется, чтобы он был дырявый. А тут вот, пожалуйста, вам вот такой узор. И давайте мы его с вами свяжем. Раппорт узора составляет 16 петель плюс 2 петли для симметрии узора. И мы набираем 18 петель плюс 2 петли кромочные, 20 петель и 20 рядов в высоту. Для начала мы свяжем с вами нулевой ряд изнаночными петлями. Этот ряд не входит в раппорт узора, он для удобства вязания дальнейшего узора. Если вы будете вязать узор после каймы, после резинки, то этот ряд вязать не нужно. Ну а так как мы вяжем образец, и в первом, вы поймете сейчас, первый ряд будет вязать неудобно сразу после наборного края. Так что вот я предлагаю связать нулевой ряд изнаночными петлями. Первый лицевой ряд. 2 изнаночные. Это петли для симметрии узора. Они вяжутся один раз в начале лицевого ряда или в конце изнаночного ряда. 4 лицевые. Далее нам 3 петли нужно провязать вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Можно переставить местами петли вот таким образом. Вторую петлю выставляем на первое место, возвращаем все на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Затем 4 лицевых. 2 изнаночных. Далее нам из протяжки между петлями нужно вывязать лицевую скрещенную за переднюю стенку. Вот это долго говорится, но быстро вяжется. Вот почему я говорю, что нужно провязать нулевой ряд. Поднимаем протяжку между петлями вот таким образом. Ее возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой скрещенной за переднюю стенку. Далее лицевая петля, и еще раз из протяжки нужно вывязать лицевую скрещенную, но теперь за заднюю стенку. Поднимаем протяжку, вот так ее возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой за заднюю стенку. У нас получается петля, вывязанная из протяжки с наклоном вправо, потом лицевая и петля, вывязанная из протяжки с наклоном влево. В конце ряда 2 изнаночных. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. По рисунку, значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжем третий лицевой ряд. 2 изнаночных. Я прошу прощения, в первом ряду я забыла сказать, что пустая клеточка на схеме обозначает, что нет петли.
При вязании эти клеточки пропускаются. Провязали 2 изнаночных, далее пропускаем пустые клеточки, вяжем 3 лицевых. Снова 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Вот так еще можно сделать. Сзади подхватываем. Я говорю для тех, кто вяжет бабушкиными петлями, так же, как и я. Подхватываем первую петлю, так сзади, и вторую петлю. И вот так вот возвращаем на левую спицу. У нас вторая петля оказалась на первом месте. Кто вяжет классическим способом, петли разворачивать не надо. Далее 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая. Снова лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо. Поднимаем вот так протяжку. На левую спицу ее переносим и за переднюю стенку провязываем лицевой. Затем 1 лицевая петля и лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево. Вот так вот провязываем эту петлю. Далее будет 1 лицевая, 2 изнаночных. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 5-й лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, лицевая скрещенная, вывязанная из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, лицевая скрещенная, вывязанная из протяжки с наклоном влево, 2 лицевых и 2 изнаночных. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 7-й лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 3 лицевых, 2 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9-й лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру, 2 изнаночных, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 4 лицевых и 2 изнаночных. В 10-м ряду петли по рисунку. Провязали 10 рядов, половину раппорта в высоту. И сейчас у нас будут располагаться листья в шахматном порядке. Если мы вязали сначала в листочке 3 вместе, лицевой, средний по центру, а здесь, то есть здесь сделали убавки, а здесь лист вязали с расширением, то сейчас мы будем вязать наоборот. Справа будет лист с расширением, а здесь будет лист с убавками. 11 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 2 изнаночных, 4 лицевых, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 4
лицевых и 2 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 3 лицевых и 2 изнаночных. В 14 ряду петли по рисунку. 15 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевых и 2 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 1 лицевая и 2 изнаночных. В 18 ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном вправо, лицевая, лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево, 4 лицевых, 2 изнаночных, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 изнаночных. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Вот посмотрите, что у нас получилось. Красивые листья вывязываются. Никакого ажура нет. Вот такая получается красота, когда мы свяжем много раппортов. Ставьте лайки, если он вам тоже понравился. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.